Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Михалыч Топи Геймс. Не самые лучшие времена переживает канал. И спасибо сразу же за ваш лайк, комментарий, подписку и поделиться. Потому что это может исправить ситуацию. В сегодняшнем видео я хотел уделить внимание дискете с координатами. Это очень важная тема ну, можно так сказать, зарядах C4. Потому что мы с помощью дискеты с координатами получаем огромнейшие запасы. И самое главное, что дискеты с координатами 100% дают заряды C4. Целых 2 зарядика можно получить за все это. Отправляемся в бункер Альфа. В сегодняшнем видео я помимо получения дискеты хотел бы также вместе с вами переглянуть, а что же может выпадать за дискету и насколько много нужно раз лутать дискету, чтобы получить гранатометы. В сегодняшнем видео мы получаем, лутаем, открываем дискету. И плюс к этому сразу же видос, в котором будем открывать просто большущее количество, неимоверно большое количество дискет, как минимум 10-15 дискет с координатами. По крайней мере, увидим лут, что же там падает. Итак, я сразу скажу, что взял я с собой не самое худшее оружие. Активируем мы протокол защиты. Именно так получаем после этого нужные ресурсы. У этого дядьки дискетки можно выменять. Поэтому мы без особых проблем залетаем в альфу и будем сегодня паровозить. Паровоз для того, чтобы все было хорошо. С помощью паровоза и плюс к этому добавить еще прохождение, можно так сказать, второго этажа. Слепой охотник, паровоз и второй этаж. Все, что нужно для того, чтобы дискетка у нас была. Хватит ли полностью третьего этажа для того, чтобы получить дискету с координатами, я пока не помню. Ну, давайте заодно это проверим. Вы видели, что дискета с координатами у меня только начинается, поэтому быстрый паровоз, такого быстрого паровоза, я думаю, что вы уже не раз делали. Не то, что видели, а даже делали. Поэтому мы сейчас повторим это все. Надеюсь, что с первого раза. Если же нет, то не забываем, что это все дело сегодня у нас с калашами. Хотя почему-то ВСС-ку взял. Хочу насладиться стрельбой с ВСС. Мне кажется, что все-таки калаш было бы лучше. Все калаши я починил от души. И те калаши, которые я сегодня на бункер Альфа потратил, я починил уже у себя в поселении. Так, начнем мы, наверное, со слепого охотника. Именно здесь, я не знаю, у меня тут еще Глачевич есть, разрушитель. Короче, все это нам очень и сильно поможет. 27 скорость, с этим тоже 27. Поэтому нет разницы, чем мы сегодня сливать будем слепарика. Слепарик, ты сегодня попал под элитку, под раздачу, элитную раздачу. Там, наверное, глоком быстренько забьем и все, в принципе, домой принесем. Давай, 21 урона, 43 критовый урон тоже прилетает к нашему слепому охотнику. Итак, 777 красивых хп, прям все четко и без никакого, как говорится, обмана мы уже имеем у слепого охотника. Слепой охотник плюс ВСС, да ну, я вам скажу, что и глоком он тоже неплохо сливается. Любым оружием неплохо сливается. 5 ударов нужно отбегать. Не забывайте, раз, 2, 3, 4, 5. И сейчас он будет бежать. Ты стоишь именно там, где ты хочешь, чтобы слепой охотник очутился. Так, разрываем кабину нашему слепому. Как только меньше 400 хп он начинает хилиться, нам нужно обязательно включить сигнализацию. Бам, по губам, по мордам. Все, 2 раза он отхилился, поэтому мы можем с удовольствием заканчивать все начатое. 160 хп. Как только наш слепой охотник отвернулся от стенки, пожалуй, не нужно тратить урон. Как вы видите, урон 6. А как только он ударился, урон увеличивается в разы. Вот, уже 21. Даже не знаю, на сколько процентов у него броня падает после удара, но самое главное, что так мы получаем намного больше приятненького урона. Ну, не мы, а наш слепой. Так, дальше разрываем кабину. И, естественно, здесь нам подходит разрушитель особый, который имеет самый большой урон.
Не скорость атаки, а урон. Нам нужно просто нанести здесь побольше урона. Здесь сразиться с пацанами вообще ребятами. Я думаю, что любое оружие подойдет. Я, чтобы побыстрее, то с Глачевича сейчас разберу этих двоих токсичных. Well done. Здесь можно дверь сразу открывать. И, естественно, все, что выпадет, лутать. Открываем дальше. Залетаем чаще. Паровозы это то, я даже не знаю, кто их изначально придумал. Меня научила Рам. И очень таки мне это все понравилось. Я думаю, что у вас есть свои какие-то схемы прохождения паровоза. Но это самое крутое, что можно было бы сделать. И я думаю, что вы с этим 100% согласны. Залетаем дальше. ВСС винторез, конечно, тоже уже потрачен. Я понимаю, что вы сейчас скажете, Михалыч, это бред, это неэкономно, это очень неэкономно, это максимально неэкономно, это мега неэкономно. Но я только сейчас взял ВСС винторез, а вообще в другие моменты я здесь хожу с каким-то глоком, а лучше всего с мачетой. Мачетой разрушитель. С легкостью сливаю всех, просто хотелось бы как бы с первого раза все пройти. Потому что в самом экономном режиме, только что хотел в режиме стелса ударить, не увидел за стенкой, что уже был в режиме стелса. Так, активация. Здесь уже ВСС-очка. Бам. И так, поехали. Собираем всех зомби в одно место и, естественно, будем делать большую совместную фотку. Вот здесь важно открыть двери и поехали дальше. То, чем я не устану заниматься, это вот такое вот паровозище, и достаточно мне интересно его прохождение. Сейчас я бы, конечно, поставил спринт, и вам тоже советую. Подождем, пока яростный гигант появится. Мы должны его визуально увидеть. Как только увидели, можно продолжать. Это делается для того, чтобы он не пошел в другую сторону. Так как мы будем бежать достаточно быстро, он может, и я думаю, что сделает то, что захочет. Пойти в другую сторону. Это может быть печально. Вот здесь опасная тема. Очень тяжело согреть его, чтобы тебе потом дали назад выйти. Это важно тоже. Идем дальше. Дальше интересно. Есть еще одна комната. Вернее, еще есть два момента в игре, где может быть более-менее опасно. Итак, вот оно. Ну, тут не особо. Тут можно было даже выстрелить. Вот в этой комнате. Потому что здесь тебе тоже могут не дать выйти. Поэтому придется там избиваться как уж. Вот, следующее место это вот здесь. Тут аккуратно, не нужно яростным гигантом агрить, мы агрим только наших пацанов вообще, ребят. Бегунов можно сливать, ну или нужно, как хотите. В принципе, они мешают прохождению очень сильно. И они почему-то прорисованы более толстыми, хотя выглядят намного меньше, чем толстяки. Обойти их тяжелее. Так. Вот здесь тоже бывает проблема. Вокруг стола всегда оббегать, потому что это важно. Так. Так. Тут тоже согрели вот этого. Там тоже пацана согрели. Этих не забываем согреть. А вот тут уже спринт валим, чтобы никто не зашел с нами. И теперь просто за стенкой орем занято. И ждем, пока паровозище сделает свои время. Быстренько гранатки подготовим, потому что нам это все нужно. Итак, ждем яростных гигантов. Яростных гигантов можно ждать до минуты, и это тоже, конечно же, отдельная тема. Вот, некоторые уже хотят кидать гранату, я думаю, что это 100%, потому что все хочется закончить чем можно быстрее. Так, ждем, еще раз ждем. Вот здесь хочется кинуть уже гранатку, потому что тут происходит что? Интересная тема, что типа кажется, что все уже собрались, но, по-моему, яростные гиганты где-то тут еще идут. Хотя, может быть, и правда уже дошли. Не, вон они идут, ребятушки, вон они идут. Яростные гигабайты.
Так, есть у нас гранаты. Тут уже, в принципе, нам никакой разницы. Просто-напросто ждем. Для хард режима достаточно 4 штук. На простом режиме 3. Опасно то, что нужно один разочек кинуть, а потом докидать, как говорится, еще. Одну гранату сначала подкидываем. Поближе. Тут каждый миллиметр, ребят, на счету. Вот ты ж собака. Ах ты ж собака. Да ну! Так, одну кинули, ждем. Даже если она нанесет нам урон, не нанесла. Мы слили бегунов. Теперь кидаем 3. Раз. 2. 3. Все. Как говорится, все закончилось. Теперь у нас остается только одна дискета с координатами, ее лутание, активация. И, естественно, все то, что нам очень и очень таки приятно. Сейчас мы все сделаем. И, естественно, добудем нужное количество вот этих вот нашивок, всяческих приколях. Обменяем на дискету. Я еще обязательно пойду открывать двери. Эти штучки все нашивки. Бейджики, блокноты, шеврон. Шеврон, жетон и блокнот. Вот так вот называется, по-моему, если я не ошибаюсь, да? Сейчас мы это все прочитаем. Так, жетон, блокнот военный и шеврон. Так, все, теперь едем быстренько это все обмениваем. Если не хватает, я быстро беру какое-то оружие. Все, вот это вот дело мешаю. И да, что хотелось бы еще сказать. Вы мне пишите в личку, что типа, Михалыч, делай-ка видосы длиннее. Я буду стараться теперь видосики делать не меньше 20 минут, потому что шорты появились у нас. И именно шорты теперь будут перекрывать короткие ролики, а 20 плюс минут это то, что доктор приписал для ролика. Будут, конечно, обзорчики минимальные, там по 8, но все-таки будет чаще. Так, смотрите. На. Держи. Держи. То есть всего этого не хватило. 17 секунд. Ну, для вас секунда, а для меня немножечко фарма. И мы это все получим. Активация нашей дискеты происходит так же, как и всегда. Следующее, ребят, продолжение ролика вас ждет интересной активации. Вернее, не активация, а открытие ящиков. Я понимаю, что все остальное может быть максимально быть неинтересным, но наши ящики за дискету с координатами уникальны в своем роде. Были очень долго, пока не появился хард режим лаборатории, потому что там ящик за сектор B1 прямо, ну, можно так сказать, прямо. Он лучше, круче, жирнее, гуще, короче, вкуснее. Там тоже можно найти гранатомет, ну там плюс еще и оружие получше, и броня тоже получше. Что можно найти в дискете с координатами? Это 2 заряда С4. 100% гранатомет М16, ФНСКАР, ВСС Винторез, Калаш, МК, я уже говорил. Кольт Питон, короче, много чего интересного. Но самые лучшие дискеты, которые я видел, это 5 крутых огнестрелов. То есть, это тема, к которой нужно стремиться. Давайте посмотрим. Давайте заценим. Итак, выходим, заходим, получаем, слезаем. Дерево на пути не могу пройти. Да, конечно, не сильной маневренностью у нас всегда отличался вот этот вот чомпер. Я взял ГНС оружие. Я, конечно, понимаю, что... Так, не зараженный ящик. Так, сразу вопрос. Будут ли зараженные ящики? Да, будут. В открытии в нашем будут зараженные ящики. Я открою несколько таких штук. Вы помните, что для чего это будет сделано. Итак, да. Скорость атаки этого разрушителя желает лучшего, но зато качество. Удар, конечно, бомбически сильный. 63 урона. И поехали. Да, 63. Открываем данный ящик, получаем то, что там внутри. Итак, я не получил в этот раз гранатомет, это не стопроцентная часть этого лута, но получил ВСС Винторез и Калашидзе. Это то, что доктор приписал. Я думаю, что вы со мной согласитесь. Некоторые моменты в игре немного реже, некоторые
намного реже. То есть, если брать белую краску, то она достаточно редкий ресурс. Все остальное, в принципе, находится немного чаще. Но это с какой стороны посмотреть. Итак, ребят, в дальнейшем вы увидите много дискет. Это должно быть интересно. Пошел отчет. До очистки осталось 59 минут, но за 20 копеек мы просто без никаких проблем очищаем. Смотрим, что же мне выпало в первом ящике. И после этого, ребят, напоминаю, у нас сразу же еще как минимум 7 таких же ящиков. Попробуем. Бац! Вот это уже что-то, потому что в других ящиках падало мало, очень мало. Гранатомет, FN-Scar и калаш. Просто мечтать о таком луте нужно. Я думаю, что это идеальный лут, и я готов его забрать. Так, нашел я кислоту. Всего лишь 5 кислоты. Мне нужно будет сходить в бункер Альфа. Это тоже желательно напомнить. Ускоряем это все дело и наслаждаемся потушным только что. Ля, ребят, опять такой же идентичный лут. Я на все остальное не смотрю, смотрю только на огнестрелы. Гранатомет, FN-Scar и калаш. Это то, что доктор приписал. Ребят, у нас все очень круто, и я максимально быстро перехожу на следующий аккаунт и максимально быстро будем лутать еще одну дискетку. Вкидываем. Вот здесь все подготовил. У нас здесь, конечно, очень много фильтровой кислоты, потому что красные талоны в бункере Альфа лутаем очень часто. Поэтому закидываем сразу. Закидываем 20 и ускоряем за 20 копеек. Смотрим, наслаждаемся. Кстати, фильтр остается, я не знаю почему, но фильтр постоянно остается. Его только раз кидаешь, я не знаю, сколько раз он действует. Но самое главное, что вы сейчас убедились, что лут бывает из зараженных ящиков не такой уж крутой. Итак, свечение началось. Вынять уже нельзя, поэтому в свечение, ребят, мы поместили просто ящик, чтобы свечение началось. Закидываем кислоту, и вот теперь точно уже свечение началось. То есть час или 20 монет. Здесь на выбор. Никто не заставляет вас, конечно же, тратить драгоценнейшие 20 копеек, но можете, конечно же, подождать. Я ускоряю без особых проблем. Прям вот так вот. И бам. По губам. Конечно же, было бы хорошо, чтобы выпал бы лут пожестче, покруче, поинтересней. Но я думаю, что и это тоже сойдет. По-любому согрелись. Я думаю, что вот этот вот зомби по любасу согреется. Поэтому нужно обойти, ударить со спины, сливать всех зомби. Ай. Толстяки, эти хранители ящиков, конечно же, всегда обращают на вас внимание. Они как бы токсичные зомби имеют более какой-то, я даже не знаю, как называется, более чувствительность к этим ящикам. Ну а мы бам. Ой, ну и кто говорил, что зараженный ящик может быть круче, чем простой? Простой ящик гранатомет, FN-Scar, миниган, калаш, да еще и модуль, большой магазин. Жесть. Броня спецвойск и все, что нужно. Идеальнейший лут. Идеальнейший. Конечно же, хорошо, что я взял с собой дробовик, а не ближнебойное оружие. Дробовик остался после рейда. То, что дискеты с координатами, ну, я еще раз скажу, что не особо тяжело добывается, но все-таки тяжеловато. И это реальная тема. Мы, ребят, получаем сейчас незараженочку. Так, такой глушитель у нас есть. И вот такой вот лут. Всего лишь ВСС и калаш, что еще раз доказывает, что лут здесь бывает разнообразным. Ребят, свечение ящика прекратилось и означает, что все-таки мы можем посмотреть, что там. Что в зараженном ящике лежит и ушами шевелит. Опа, неплохо. Для меня это прошло целую ночь, ребята. Я вчера вечером записывал очень поздно. И вот так вот на сегодняшнее утро доснимаю этот ролик. И у нас здесь точь-точь такой же лут, как в прошлом выпал. Смотрите, в прошлом я забрал то, что в прошлом пало. Только единственное, что броня впала, тут тапки. Неплохо, я тоже так думаю. 13 точь так же аптек. 5 именно медных. Ну, короче, немножечко похожий лут, как в прошлый раз зараженного ящика. Вот такой вот, ребят, видосик. Я надеюсь, что он реально заслужил на ваш лайкосик. Не забывайте лайкать видео
и подписываться на канал. Пишите комментарий. И вам от души огроменное спасибо. Ну и, конечно же, удачи вам. И мы увидимся уже в следующем видео.